Всем привет! Сегодня приготовим торт, но не обычный, а закусочный суши-торт. Всем, кто любит суши, думаю, очень понравится, потому что получается намного, я бы сказал, раза 3-4 дешевле, нежели покупать суши из ресторана. А по вкусу получается, что вы не отличите их от суши-роллов, которые вам привозят. Итак, первое, что нам нужно сделать, это подготовить рис. Сегодня мы будем использовать 1,5 стакана риса. Их мы отправляем в отдельную глубокую тарелку. Перед тем, как рис отправить в кастрюльку и отварить, нужно будет его очень хорошо промыть. Промывать нужно до тех пор, пока не... Промывать рис будем до тех пор, пока вода будет прозрачной. Только после того отправляем в кастрюльку и отвариваем до готовности. Пока будет отвариваться рис, нам нужно будет приготовить заправку для риса. В стакан вливаем 30 грамм яблочного уксуса. Если нету яблочного уксуса, можно использовать обыкновенный столовый, но его нужно будет разбавить с водой. Дальше в стакан с уксусом добавляем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки обыкновенной кухонной соли. Затем берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. Перемешиваем до тех пор, пока полностью в уксусе растворится сахар и соль. Уксус должен будет стать прозрачным. Сейчас он такой вот мутный, но он должен будет стать полностью прозрачным. После того, как рис ваш уже отварился, вы посчитали, что он уже готов. Берем любое полотенце, которое накроет вашу кастрюльку, снимаем крышку и накрываем кастрюльку полотенцем. Затем наверх устанавливаем опять-таки крышку. И минут 15 дадим постоять, чтобы рис остыл, а лишняя влага впиталась в полотенце. Пока будет остывать рис, нам понадобится 2-3 огурца. С них нужно будет убрать кожу. И после того, как вы убрали с огурцов кожу, их полностью все нужно будет понарезать на маленькие кубики. Следующий шаг будет самый дорогой в этом блюде, но и его можно приобрести в 2 раза дешевле, нежели продают красную рыбу. В каждом супермаркете есть рыбный отдел, в котором продают маринованную красную рыбу собственного производства. В каждом этом отделе есть кусочки, которые считаются некондицией, и они их продают в 2, а то и в 3 раза дешевле, нежели красивые большие куски. Вот такие вот небольшие кусочки я сегодня приобрел, и их нужно будет нарезать на небольшие кубики. После того, как рис уже немного остыл, я его переложил в отдельную глубокую тарелку, хотя это все можно было сделать в той же кастрюльке. Смотрите, уксус стал полностью прозрачным, сахар и соль растворилась, и полностью все, что есть в стакане, мы отправляем в рис. Затем берем ложку и очень хорошо рис перемешиваем. Дальше мы будем приступать к сборке нашего торта. Берем любую глубокую тарелку, либо же, как у меня, форму для выпечки. Можно взять также разъемную форму для выпечки. Застилаем ее пищевой пленкой. На дно формы отправляем ровно половину нарезанной кубиками красной рыбы и стараемся распределить все равномерным слоем так, чтобы полностью все дно было хорошо закрыто красной рыбой. Наверх на рыбу отправляем рис. Старайтесь сделать так, чтобы когда вы рис разровняете, толщина рисового слоя была примерно 1,5 см, не толще. Наверх на рис нужно отправить ровно половину нарезанных кубиками огурцов. Огурцы стараемся тоже более-менее хорошо разровнять. Наверх на огурцы нам нужно будет разровнять крем-сыр. Я брал небольшую недорогую пачечку 200 грамм и ровно половину нужно будет отправить наверх на огурцы. Одно такое маленькое предупреждение: если будете готовить, сыр нужно будет заранее достать из холодильника, чтобы он был таким мягким, так сказать, раставшим, чтобы он не был замороженным, как у меня, чтобы легче его было разровнять. Берем ложку и стараемся его разровнять более-менее равномерным слоем. Он будет перемешиваться с огурцами, это ничего страшного. Затем нам понадобятся листья нори. У нас они продаются в супермаркете в отделе для суши. Укладываем один лист наверх на форму, берем ножницы и стараемся вырезать ровно так, чтобы этот лист хорошо закрыл полностью всю форму, в которой вы будете готовить суши-торт. Не нужно лист нарезать на кусочки, он должен быть вот таким вот целым пластом. Ну а дальше, друзья, повторяем все точно то же, что мы делали для первого слоя. Вначале отправляем рыбу, затем отправляем рис и хорошо выравниваем. Наверх на рис отправляем остатки огурцов и остатки полностью всего сыра, который у вас был в пачке. Все очень хорошо выравниваем ложкой, чтобы получился более-менее равномерный слой. Затем точно так же укладываем лист нори, подрезаем его по кругу формы. Когда вы уложили лист нори, стараемся руками хорошо все немножко притрамбовать, вот так вот. Затем берем остатки пищевой пленки, которые вы завернули были на форму, накрываем вот так вот лист нори, еще раз хорошо все утрамбовываем. Если у вас есть возможность и в холодильнике позволяет высота, можно установить небольшой пресс, положить тарелочку по диаметру формы и на тарелочку установить что-то, чтобы оно хорошо его сжимало. Затем оставить все вот это на 2-3 часа, чтобы все хорошо пропиталось.
Через 2 часа достаем из холодильника. У меня стоял небольшой пресс. Лист нори стал мягким, так сказать, хорошо пропитался. Берем подходящую тарелочку подходящих размеров и вот таким вот небольшими движениями аккуратно достаем все из формы. Затем убираем пищевую пленку и посмотрите только, какая красота у нас получается. Верхушку торта еще немножко присыпаем кунжутными семечками для красоты. Затем берем острый нож, смачиваем его в холодной воде и нарезаем торт на порционные кусочки и кубики. Смотрите, нарезаться будет все легко и получится все обалденно вкусно и красиво. Самое главное, посмотрите, друзья, во время нарезания ничего нигде не лопает, ничего нигде не разваливается, кусочки получаются красивые и аккуратные. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Вот такая вот необычная красота и вкуснота получилась. Оценивайте ролик, оставляйте комментарии, понравилось или нет. Предлагайте свои варианты приготовления. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!